Вообще исторически сложилось, что силовой элемент структуры МВД, Министерства внутренних дел, складывался как раз 92-93 год, когда была предыдущая громадная волна того, что можно назвать народным протестом. На тот момент это было очень резкое выступление, очень мощная оппозиция, которая в себе объединяла большую часть тогдашнего Российского Верховного Совета, высшего органа власти, соответственно, громадную часть народа и большую часть политической элиты, которая в себя включала и красный элемент, то бишь коммунистов и социалистов, и белый элемент монархистов и националистов. Все это привело к громадному, острейшему кризису 1993 года, когда тогдашний президент России Ельцин фактически отменил Конституцию, вышел за рамки конституционного поля, ввел прямое президентское управление, назначил новые выборы, распустил Верховный Совет, чего он, в принципе, не имел делать право по Конституции, и что подтвердил высший конституционный орган, то есть Конституционный суд. Но, тем не менее, его решение не было выполнено, и в стране сложилась классическая революционная ситуация. И в рамках вот этой революционной ситуации основная ставка режима была, собственно говоря, на структуру МВД. И более конкретно на структуру внутренних войск, которые все включало, соответственно, внутренние войска. Это были полки и на тот момент особая дивизия внутренних войск имени Дзержинского, дивизия особого назначения, что было такой мрачной иронией, потому что дивизия имени Дзержинского, которая должна была защищать фактически Верховный Совет, который был еще создан в советское время, была одним из основных таких опорных силовых элементов Ельцина в борьбе с этим самым Верховным Советом и в его распуске. Кроме этого, туда входили части особого назначения, такие как, например, спецназ «Витязь», который являлся составной частью дивизии Дзержинского, отряд «Витязь». Это был отряд внутренних войск, который явился такой ударной силой всех этих событий, прославился в кавычках, то бишь приобрел такую очень мрачную славу бойню Останкино 3 октября 1993 года, в ходе которого, что называется, неспровоцированно был открыт огонь, и было убито больше 100 человек, находившихся среди демонстрантов, находившихся на площади. Очень хорошо себя в этих событиях по отношению к режиму, то бишь по отношению к Ельцину и к наведению порядка показали различные ОМОНы. ОМОНы — это были отряды милиции особого назначения. Их начали создавать в конце 80-х как ответ на тогда первые выступления, первые забастовки, первые демонстрации в различных регионах Советского Союза. И поначалу это были отряды, которые были фактически опорой советской власти. Можно вспомнить Рижский ОМОН и Вильнюсский ОМОН, которые фактически были такими силовыми узлами конструкции советской власти в Прибалтике, в Латвии и Литве. Но в Москве ОМОН, который к тому моменту уже был переформирован в полк, милиция особого назначения, правильно было бы его назвать, наверное, ПОН, но традиционно он назывался полк ОМОНа, он в этом случае, наоборот, являлся такой опорой власти Ельцина. И в преддверии вот этого кризиса, то есть 1993 год, буквально за несколько дней до начала силового развития ситуации, в Москву было свезено больше 30 ОМОНов из различных крупных городов. Москва была поделена на зоны влияния, каждый ОМОН получил свою территорию, на которой осуществлял комендантский час, а также там суд и власть над жителями, которые там жили. И москвичи, которые пережили события октября 1993 года, а также события последующих 20 дней комендантского часа, они очень хорошо помнят действия этих ОМОНов. Я думаю, что в рамках той ситуации, в рамках той истории придается такое большое значение ОМОНам теперь. Между этими событиями, то есть между 1993 годом и теперь уже, можно сказать, 2012, то есть за 19 лет, которые прошли, ОМОНы стали частями, которые фактически занимаются борьбой с общественными беспорядками. Это их основная задача. ОМОНы выводятся на футбольные матчи, ОМОНы выводятся на какие-то уличные шествия, на какие-то общественные мероприятия. То есть это такой чисто силовой элемент в структуре МВД, который для этого оснащен соответствующим оборудованием, соответствующим вооружением и подобраны люди соответствующего, то, что называется,
образа жизни и стиля мышления. То есть это такие боевые роботы, которых, в общем, не сильно требуются какие-то сильные интеллектуальные способности, но обычно физически очень крепкие, молодые и не очень сильно рассуждающие. То есть это как бы основное требование к кандидатам. Я много раз участвовал в ситуациях или присутствовал при отборах ОМОНовцев в различных регионах и могу сказать, что в первую очередь отдается предпочтение физической подготовки кандидата и его такой как бы безоговорочной готовности выполнять приказы. Соответственно, экипировка ОМОНовцев, она в этом случае является, ну, то, что называется, калькой с тех задач, которые они решают. То есть в основном это различные виды таких силовых элементов для уличного противостояния. Щиты, каски, защита, там, наколенники, налокотники, защитные шлемы. Соответственно, это ПРы, как раньше называли, палка резиновая, или в современном варианте, как он называет, там, резиновая дубинка. Соответственно, в этом случае к ОМОНам сейчас переведены в структуру ОМОНов различные спецсредства, начиная там, от водометов, кончая светошумовыми гранатами, гранатами с сдачивым газом, карабинами, которые стреляют такими сдачивыми гранатами. В общем, целый набор средств для разгона демонстраций или разгона каких-то массовых общественных акций или, скажем, там, общественных беспорядков. Соответственно, в этом случае, как отдельное, что называется, вооружение, это огнестрельное оружие. В этом случае ОМОНы содержат у себя на базах такое типичное стрелковое вооружение для такого из расчета современного легкого пехотного батальона. То есть это пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и плюс в том числе и гранатометы, и бронетранспортеры как средство передвижения. И в этом случае они, конечно, вот с таким вооружением уже могут использовать для непосредственно уже не подавления уличных беспорядков, а для боевых операций в городе, для боев в городе. Ну, и в этом случае можно обсуждать, насколько эти батальоны стойкие, насколько они способны выполнять задачи. Я думаю, что это, конечно, очень сильно зависит от внутреннего климата в том или ином батальоне. Но, конечно, они в какой-то степени зависимы от точки применения. ОМОНы обычно очень инертно откликаются на необходимость действовать на той территории, на которой они сами живут, потому что по структуре своей милицейской они набираются из людей, которые находятся и живут в этой же местности. Поэтому в последнее время власти предпочитают использовать ОМОНы, которые привозятся с другой территории. Например, во время протестных событий на Дальнем Востоке, связанных там с недовольством автомобилистов, туда приезжали ОМОНы из других регионов. И вот эта переброска ОМОНов из других регионов, она является в какой-то степени сегодня очень модной страшилкой, но в определенной степени и реальностью, которая командование МВД и внутренних войск четко себе отдает отчет в том, что именно так их удобнее применять. Но говорить, что в этом случае мы являемся чем-то таким выдающимся в мире, это не совсем так. Фактически в рамках любой крупной страны современной существуют аналогичные формирования. Аналогичные формирования есть во Франции, это жандармерия, корпус жандармов или жандармские подразделения, которые точно так же приспособлены для борьбы с уличными беспорядками, примерно так же экипированные, ну, можно говорить о каких-то нюансах, но выполняют те же самые задачи. Это карабинеры в Италии, это Национальная гвардия в США. Ну, в рамках и всех этих стран существует еще куча целых различных специальных подразделений, там СОВАТ, там специальные подразделения полиции особого назначения там для штурма и захвата зданий, для борьбы с особо опасными преступниками. Так же, как у нас когда-то это были так называемые милицейские СОБРы, точно такие же специальные отряды быстрого реагирования, фактически спецназы. Есть спецназы в рамках структуры Национальной гвардии в США. И, повторюсь, почти везде задачи решаются одинаково. В этом случае можно обсуждать только, насколько совершенно законодательство той или иной страны, и насколько подробно оно оговаривает применение тех или иных средств, применение силы и ее дозированность. Обычно в этом случае можно говорить такой об общемировой практике, что когда речь идет просто о массовых беспорядках, когда это просто обычные уличные протесты, то все эти службы действуют более-менее корректно. Но как только ситуация начинает выходить из-под контроля, как только массовые беспорядки начинают превышать определенный уровень, их интенсивность опять же выходит за определенные рамки, и начинается уже действительно мощная
внешние силовые подразделения, то в этом случае ситуация выходит из-под контроля с обоих сторон. Естественно, в этом случае ОМОНовцы или там жандармы или там карабинеры, которые находятся под очень жестким силовым давлением, начинают уже не сильно оглядываться на закон и действовать из инстинкта самосохранения и степени озлобления, которые в этот момент, то, что называется, существуют. И, соответственно, дальше по результатам всех этих вещей начальство старательно замазывает все следы нарушения закона и пытается выгораживать своих подчиненных. Ну, а, соответственно, пострадавшая сторона начинает предъявлять записи всяких ОМОНовцев там, с известными фамилиями, там, требовать суда над теми, кто там, превысил свои полномочия. Повторюсь еще раз, это уже ситуация хаоса, и по результатам хаоса уже либо как сказать, режим или высшее руководство справляется с мятежами, либо мятежи становятся освободительной революцией, и потом, спустя какое-то время, мы наблюдаем суд над кровавыми приспешниками режима, которые, что называется, вот, избивали, уничтожали собственный народ. Здесь уже, конечно, в этом случае тем, кто служит в таких подразделениях, не позавидуешь, потому что у них начинается игра в орлянку. Насколько можно идти за правящим режимом, насколько это будет для тебя безопасно, и не переборщишь ли ты, борясь с режимом, не постигнет ли тебя роль, допустим, там, например, там, частей, которые остались верными Каддафи, там, или румынских спецслужб времен Чаушеску.